Приветствую, друзья! Компания Blon уже долгое время пытается вернуть себе лавры одних из самых ходовых наушников бюджетного сегмента. Для этой цели они даже пошли на объединение с блогером HBB. Очень правильное, на мой взгляд, решение, однако любовь производителя к динамическим драйверам и нейтральному окрасу звучания дает о себе знать. Что ж, сегодня знакомимся с их новинкой Blon Z300. Кстати, у этой модели есть версия из чистого золота, если кому такое интересно. Собственно, друзья, поехали. Пришли наушники в небольшой белой коробке с драконом и перечнем технических характеристик. За звук здесь отвечает один 10-мм динамик с импедансом 28 Ом и чувствительностью 115 дБ. В комплект нам положили инструкцию, простенький на вид мешочек и два набора силиконовых амбушюр – белые и серые. Кабель наконец-таки нормальный, конечно, чуть грубоватый на ощупь, но гибкий, витой и с сопротивлением на каждый из жил равным 0,25 Ома. Сами чашечки здесь полностью выполнены из металла с двумя отверстиями для компенсации, среднего размера звуководом и тем самым рисунком с драконом на внешней части. Сидит модель отлично, выглядит неплохо, да и со звукоизоляцией тут все в полном порядке. Вот так, друзья. Это все и смотрится. По измерениям у нас довольно вальяжный с высокой амплитудой импульс, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,12%, что очень круто. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 80 и 99 миллисекунд с незначительными возмущениями на краях диапазона. По ЧХ мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с правильным заходом на середину, чуть менее выразительное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и серьезный такой пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам подсветили 11 и 16 кГц, дабы добавить звук воздуха и подчеркнуть различные перкуссионные моменты. Если сравнить это с KZ-ZVX, то мы видим почти полное соответствие их настройки с небольшим отклонением на самом верху. Против CC и CXS различия получаются слишком уж внушительными, а вот с KZ-Defy и Keywirz Orchestra Lite их по-прежнему можно сравнивать. При этом у Blon больше баса и лучше заход на средние частоты, а Defy чуть более выразительные и с куда меньшим акцентом на 8 кГц, из-за чего на высоких значениях громкости Defy и Orchestra Lite отыграют все достаточно точно, а вот Blon, ровно как и ZVX, способны резануть слух высокими частотами. То есть в плане настройки герои обзора, конечно, хороши, но вот пик этот кое-где может добавить грязи. По подаче же это действительно похоже на KZ-Defy, только словно слушаешь их под воздействием успокоительных. Звук получается без яркости, с притушенными такими эмоциями и энергетикой. Отчего нет того желания встать и пуститься в пляс, а хочется просто сидеть и вдумчиво слушать любимую музыку. Если же говорить о характере героев обзора, то они достаточно гармоничны в плане баланса частот, без особого уклона в прорисовку, но с хорошим разделением инструментов. Окрас здесь скорее нейтральный, да и само звучание намного спокойнее, чем есть на самом деле, но не отрешенное и не сухое. Слушать это приятно, и если ни с чем не сравнивать, то кажется, что все равно такое, каким и должно быть. Однако честным данный звук я могу назвать лишь с большой натяжкой, поскольку ни один из акустических инструментов, что я слышал в реале, не звучал нейтрально, а следовательно это искусственное представление, завязанное, скорее всего, на какие-то особенности студийного мониторинга. По стилистике особо ограничений не вижу, но на высоком уровне громкости тот самый пик на 8 кГц может слегка ярчить и даже переходить в легкий перегруз. А так я с удовольствием послушал в них джаз, электронику, рок, этнику и всякие лирические поджанры металла. Вокал тут, как обычно, немного приближен к слушателю, и по сцене, как для своей цены, все очень достойно. Можно даже залипнуть на что-то оркестровое. Но нужного размаха в глубину данные наушники, увы,
проблем не дают. Источник им, как и в случае с DeFi, нужен достаточно мощный, так что к телефону или планшету брать их бессмысленно. А вот с SAP, да еще и по балансу, уже совсем другое дело. Но еще раз подчеркну, полного раскрытия эмоций, заложенных в композицию, здесь не будет. А само звучание имеет немного надуманную серьезность и легкую брутальность. Комплектные насадки лично у меня особого восторга не вызвали. Серые заметно так прибирают бас и подчеркивают верха, а белые ровно да наоборот, делают звук басовитым и темным. Поэтому для лучшего раскрытия посоветую использовать амбушюры, например, от бренда KBR или BGVP. Разбирая по частотам, бас здесь достаточно глубокий, собранный, с хорошо прослеживающейся структурой. Серединка направлена больше в макро, имеет акустически правильную массу, прекрасное разделение и достаточную, по меркам динамиков, детализацию. В какие-то тонкости модель, очевидно, не уходит, но все нюансы как на ладони. Высокие частоты, хотя и присутствуют тут в полной мере, но на передний план не лезут и особо не подсвечиваются, сохраняя тем самым естественный баланс с акцентом на середину. На фоне тех же KZ-DeFi, KZ-ZVX, Tripovin Piccolo, Mondro Paria или Tin Hi-Fi T3+, они весьма уверенно конкурируют, однако спутать их с чем-то серьезным и дорогим из-за ограниченной экспрессии просто невозможно. Это очень хорошие бюджетные наушники, но не более того. Кто будет покупать их в золоте, лично для меня большая загадка. Вполне мог бы такими пользоваться, но люблю звук, как говорится, повеселее. Итогом динамические наушники Blon Z300 отлично сидят, имеют стильный рисунок с драконом и опционально золотую окраску. Кабель в комплект в кои-то век положили нормальный, а вот насадок насыпали посредственных. По подаче же это скорее нейтральное, но не сухое и не пресное звучание с правильным балансом частот, прекрасным разделением, средней детализацией и хорошей такой добавочной массой. Вокал, как обычно, немного выдвинули, сцена неплохо рисуется в глубину, и есть то самое ощущение присутствия. Из минусов же выделю заметно так приглушенные эмоции и описанный уже мной нейтральный окрас. Все-таки в природе нет ничего нейтрального, пусть даже на слух это многим и нравится. Что сказать, хорошие наушники для тех, кто любит тяжелый рок или сдержанный такой звук с уклоном во вдумчивое вслушивание. А на этом у меня все. Это были наушники Blon HBB Z300. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!